Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Приговоренный Верховным судом Дагестана к 8,5 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии Шамиль Магомедов, известный в криминальном мире как Шамиль Смолянский, пытается оспорить приговор в Пятом кассационном суде в Пятигорске. Согласно материалам уголовного дела, примерно в 2011 году ему был присвоен статус вора в законе. В этом статусе в августе 2019 года Смолянский провел в ресторане «Воровское собрание», на который назначили смотрящего в Дербенте и Дербентском районе Дагестана. Магомедов вину не признал, заявив о провокации полицейских. По его словам, после отбывания очередного срока он вернулся в Дагестан, где не был 20 лет. Там полицейский дал ему номер заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска МВД по республике, предложив позвонить ему и представиться вором в законе. Силовик пообещал Смолянскому, что это поможет содействовать в досрочном прекращении административного надзора. По версии Смолянского, на встрече с высокопоставленным полицейским от имени руководства МВД по Дагестану его попросили помочь в борьбе с распространением наркотиков в Дербенте. Поэтому, утверждает Смолянский, он согласился приехать в ресторан в Дербент для встречи с молодежью. Полицейский же в суде сообщил, что Смолянский заявлял о готовности к выездам в Хасавюрт, Дербент и Кизляр для назначения смотрящих за каналами сбыта наркотиков. За содействие в этом вор в законе якобы предложил силовику подарки, в том числе BMW X5. Доказательства об отказе подсудимого Магомедова от своего статуса суду не представлены, говорится в приговоре. Аргумент защиты о том, что информация о Магомедове на портале о криминальной жизни в России Prime Crime относится к периоду, когда статья о занятии высшего положения в криминальной иерархии еще не действовала, суд счел неубедительным. В итоге Шамиль Смолянский был приговорен к 8,5 годам колонии и штрафу в 300 тысяч.